Олег Воронцов – известный предприниматель и миллионер, сделавший состояние на инновационных технологиях. Несмотря на роскошь, окружавшую его жизнь, сердце Олега было покрыто незаживающей раной. 10 лет назад, когда его дочери Маше было всего 5 лет, она пропала без вести во время прогулки с няней. Расследование не дало результатов. Няня была найдена мертвой, а след девочки оборвался. С тех пор Олег замкнулся в себе, развелся с женой и целиком посвятил себя работе, хотя изредка все еще нанимал частных детективов, надеясь на чудо. В один осенний день он отправился в небольшой детский дом на окраине города, не по душевному зову, а скорее по рекомендации пиар-отдела, чтобы улучшить имидж. Он собирался просто передать пожертвования, сделать пару фото и уехать. Но все пошло иначе. Когда он вошел в актовый зал, где дети пели песню для гостей, он заметил одну девочку с выразительными глазами, чертами лица, похожими на черты его покойной матери. Его сердце ёкнуло. Она была удивительно похожа на Машу. Олегу стало дурно, он едва не вышел из зала, но остался. После выступления он подошел к директору и попросил документы девочки. Это Мария. Нашли ее 10 лет назад возле трассы. Без документов. Говорила, что зовут Маша, но ничего не помнила, ни фамилии, ни родителей. Была очень напугана. С тех пор с нами. Усыновлять никто не решился, слишком замкнутая. Олег дрожал. Имя совпало. Возраст подходил. Он настоял на ДНК-тесте. Через несколько дней результаты подтвердили невероятно, девочка действительно была его дочерью. Слезы текли по щекам Олега, когда он вновь встретился с Машей, теперь уже зная правду. Она сначала смотрела на него настороженно, но в ее взгляде появилась искра узнавания, когда он показал ей старую игрушку, плюшевого кролика, с которым она никогда не расставалась в детстве. Она тихо прошептала: «Это мой зайка. Папа?» Олег обнял ее, не в силах говорить. Мир, который он потерял 10 лет назад, вернулся к нему не благодаря деньгам, а благодаря случайному поступку, совершенному, казалось бы, без эмоций. И с того дня для него началась новая жизнь, не как миллионера, а как отца, которому дали второй шанс. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.